Привет, мои дорогие! Have you ever struggled to learn Russian tenses? In English, we used to have special words that make a special tense and we have like special endings. But in Russian, it feels like, oh, there's the same word, but it just changes. It just changes to represent different tenses, and it's like one word, but because it has a different prefix or ending or suffix, like those parts of the word, it will be different tense, and it could be like any tense. There was one system how to learn tenses that one teacher showed me, and I think it changed everything. I will do the same thing for you today. There's one story, the same story in 3 times. So I will tell you about my day in present tense, and then I will tell you about my day as if everything happened yesterday. And I will tell you about my day, the same thing, but if I'm just planning it, if it will happen tomorrow. Мой день сегодня. Я просыпаюсь в 6 утра и пью стакан воды. Потом я иду в туалет, мою руки, умываюсь. Сегодня утром я работаю, пока не проснется моя дочь. Я работаю на компьютере. Дочь просыпается в 7:30. Мы заправляем постель и идем готовить завтрак. Сегодня мы готовим вафли. Я помогаю моему мужу собрать обед и провожаю его на работу. После завтрака мы играем и идем гулять. Мы гуляем в парке. После прогулки мы идем домой, чтобы пообедать. На обед мы едим суп. Между делом здесь и там я нахожу время для стирки, уборки и готовки. Я стираю белье в стиральной машине, подметаю пол, убираю игрушки, мою посуду и готовлю ужин. В 6 вечера возвращается домой мой муж, и мы вместе ужинаем. Когда моя дочь засыпает, мы с мужем убираем беспорядок и смотрим сериал. Сегодня вечером я не сильно хочу спать, так что я снова работаю до 11 часов вечера. Потом я чищу зубы и иду спать. Мой день вчера. Вчера я проснулась в 6 утра и выпила стакан воды. Потом я пошла в туалет, помыла руки и умылась. Вчера утром я работала, пока не проснулась моя дочь. Я работала на компьютере. Дочь проснулась в 7:30. Мы заправили постель и пошли готовить завтрак. Вчера мы готовили вафли. Я помогла моему мужу собрать обед и проводила его на работу. После завтрака мы поиграли и пошли гулять. Мы гуляли в парке. После прогулки мы пошли домой, чтобы пообедать. На обед мы ели суп. Между делом здесь и там я нашла время для стирки, уборки и готовки. Я постирала белье в стиральной машине, подмела пол, убрала игрушки, помыла посуду и приготовила ужин. В 6 вечера вернулся домой мой муж, и мы все вместе поужинали. Когда моя дочь заснула, мы с мужем убрали беспорядок и посмотрели сериал. Вчера вечером я не сильно хотела спать, так что я снова работала до 11 часов вечера. Потом я почистила зубы и пошла спать. Мой день завтра. Feels like a groundhog day, doesn't it? Woo. Мой день завтра. Завтра я проснусь в 6 утра и выпью стакан воды. Потом я пойду в туалет, вымою руки и умоюсь. Завтра утром я буду работать, пока не проснется моя дочь. Я буду работать на компьютере. Дочь проснется в 7:30. Мы заправим постель и пойдем готовить завтрак. Завтра мы приготовим вафли. Я помогу моему мужу собрать обед и провожу его на работу. После завтрака мы поиграем и пойдем гулять. Мы будем гулять в парке. После прогулки мы пойдем домой, чтобы пообедать. На обед
мы будем есть суп. Между делом здесь и там я найду время для стирки, уборки и готовки. Я постираю белье в стиральной машине, подмету пол, уберу игрушки, вымою посуду и приготовлю ужин. В 6 вечера вернется домой мой муж, и мы все вместе поужинаем. Когда моя дочь заснет, мы с мужем уберем беспорядок и посмотрим сериал. Если завтра вечером я не сильно захочу спать, то я снова буду работать до 11 часов вечера. Потом я почищу зубы и пойду спать. If you feel like stories really help you to improve your Russian, please watch this video next. Пока-пока!